Нам необходимо 33 отрезка шириной ленточка 3,5, а длина 10,5 сантиметра. Вот такая кучка получается. Лепесточек будем делать вот такой формы. Второй этап. Нам необходимо каждую ленточку сложить красивой стороной вовнутрь и найти середину. Так зажать ее, чтобы видно была полосочка. Теперь на каждую серединку нужно немножко клея. Можно использовать горячий пистолет, а можно использовать обычный клей дракон. Зажимаем и склеиваем по центру. У нас получается вот такая штучка. Теперь наносим немножко клея на краешек. Также с внутренней стороны ленточки. Вот так. Так вроде бы лучше видно, да? Вот так. И склеиваем тоже вовнутрь. Мы так будем склеивать два конца ленты. Вот такая конструкция лепесточка у нас получилась. Мы просто там, где склеенная серединка, выворачиваем на лицо. Внутрь лицевой стороной склеиваем края. Теперь будем налаживать края один на другой. И тоже его склеим. Это будет уже готовый лепесток. Сейчас я вам покажу. Вот мы наносим клей на краешек. И будем склеивать лепесточек. Вот мы наложили края один на один и приклеили. Хочу обратить ваше внимание, нужно в одну сторону. Если вы начали слева направо или справа налево, вот таким вот образом, видите, я налаживаю. Вы можете в обратную сторону это делать. Вот так видно вам, да? Еще один момент. Вот здесь по центру капельку, обязательно по центру капать, чтобы были края одинаковые. Иначе получится, как в этом лепесточке, немножко не отцентровано. Этот по центру идет, а этот не очень. Ну вот, все лепестки уже готовы. На некоторые я бусинки приклеила. Подготовила основу диаметром 4,5 сантиметра. И второй кружок немножко меньше, чтобы не было толщины по краям. Сейчас возьму еще резиночку, подготовлю основание и начну собирать уже готовый бантик. Основу по центру я сделала 2 прореза. Вот ленточку шириной 0,5 нужно втянуть туда и присоединить резиночку. Сейчас постепенно я буду показывать, как это делать. С обратной стороны ленточку мы уже приклеили. Теперь нужно приклеить резинку в центр. Вот такая конструкция у нас получается. Теперь нужно ленточку вдеть в резинку, продеть через разрез на основе и с изнаночной стороны закрепить, приклеить. И вот что у нас вышло. Очень чисто и аккуратно. Края ленточки можно обрезать. Следующим этапом нам нужно будет приклеить первый ряд лепестков. Я вот пока разложила, определиться, сколько будет лепестков. Примерно 9-10 лепестков будет в первом ряду. Приклею, сейчас посчитаем точно. В первый ряд вошло 9 лепестков. И вот я начала второй ряд приклеивать. Решила сделать побышнее, и во втором ряду вместилось 9 лепестков. Ну, теперь третий. Думаю, что он будет заключающий. В третий ряд вошло 7 лепестков и 1 в центр. Ну, сейчас еще украшу бусинами и приклею резиночку с обратной стороны. И бантик готов. У меня осталось еще 8 лепестков. И сейчас я сделаю такие висюлечки на золотистой ленточке. Как-то размещу эти лепесточки и прикреплю к нашему основному бантику.
такие красивые штучки у нас получились. Сейчас я их прикреплю к обратной стороне бантиком. И, наконец, бантик будет готов. Вот так я закрепила с обратной стороны наши висюльки. И сейчас прикрепим резиночку. Вот и резиночка уже готова. На такой красивый бантик у меня ушло примерно 3 метра ленты. Лента атласная, ширина 3,5 сантиметра. Один бант на выпускной уже готов. Сейчас займусь вторым. Следующий бантик у меня будет кремового цвета. Я уже нарезала лепесточки. Ширина ленты 2,5 сантиметра, длина 10 сантиметров. И сам листочек точно такой же, как в предыдущем бантике. Делаем все то же самое. Итак, в первом ряду этого бантика у нас 13 лепесточков. Второй ряд я сделала персиковый. Ленточка шириной 1,2. И вот просто 10 сантиметров ленты, скрученной, вот видите, петелечкой, склеенная внизу. И в ряду 11 лепесточков. И третий ряд снова будет кремового цвета. Третий ряд 8 лепесточков. И я думаю, на четвертом ряду тоже будет 8 в шахматном порядке. Ну вот, наш бантик готов. Лично мне напоминает пирожное.